Бутсы с множеством резиновых шипов или по-простому сороконожки – самый популярный и востребованный тип обуви для любительского футбола в России. Из-за погоды синтетические поля в наших краях гораздо популярнее натуральных, а сороконожки – максимально универсальный вариант для них. Можно играть и на новых современных газонах с высоким ворсом, и на уже устаревших. Короче говоря, вы просили, и мы составили топ-7 самых лучших, на наш взгляд, сороконожек, которые вы можете купить в 2019 году. И, конечно же, расскажем об их отличиях и сколько они стоят. Ну а перед этим напомню, что партнером нашего проекта является компания MarathonBet. И если с сороконожками еще что-то непонятно, то MarathonBet в своем сегменте один из безусловных лидеров рынка. Не зря же эта компания официальный партнер английского Манчестер Сити и итальянского Лацио. Ссылка в описании, а теперь начинаем. Седьмое место, сразу две модели Nike Mercurial, Vaporы 12 версии Pro и Superfly 6 версии Academ. Vaporы, которые без носка, имеют классные технологии и сходство с элитными версиями Boots. Их главный минус — довольно высокая цена — 7490. Ну, потому что версия Pro. Чаще всего в Россию в ней завозятся именно Vaporы. А вот Superfly, те, что с носком, распространены как раз в более простой версии Academ. В них выделим классный внешний вид, мерки всегда были в большом порядке, также хороший текстурированный верх, который дает неплохую подкрутку и чувствительность мяча. Правда, данная модель для узкой стопы, учитывайте это. Цена 6290, детские, это те, что не больше 37 размера, обойдутся около 5000. Производители на некоторые модели детской обуви делают цену дешевле, как вы видите. Супер технологичные флагманские иксы и предаторы от Адика в версии сороконожек на 6-й позиции нашего рейтинга. Могли спокойно быть и выше, но почти 13 тысяч за шиповки лично я отдавать не очень хочу. В данных моделях нет шнурков, и они обычно отлично садятся по стопе. Это подтверждают многие ребята, опробовавшие их в деле. В 18-х иксах исправили все недочеты предыдущей версии. Сделали максимально удобную посадку и комфорт при ударах. Теперь ничего не сдавливает и не перетягивает. В предаторах также удобная посадка. Верх полностью перешел из версии для большого футбола. А главной фишкой обоих моделей является технология Boost в подошве, которая так популярна среди сникерхедов, любителей кроссовок. Ее функция как бы отталкивать энергию при ходьбе или беге. Boost — это множество мелких капсул, соединенных между собой, который дает крутую амортизацию и мягкость. Эти модели не так легко найти в продаже. Думаю, Adidas сами понимают, что ценник немного завышен для России, поэтому их особо и не возят. Зато, если очень хочется, то вполне можно обойтись любительскими версиями этих же силуэтов. Все выполнено довольно добротно и цена в 2 раза ниже. Особенно популярны детские модели. Буста там не ищите, но нога будет чувствовать себя вполне комфортно. Пятое место. Adidas Nemesis Tango 18.3. Индекс 3 означает любительскую модель, потому что с индексом 1 профи также стоит около 13 тысяч, для LFL это слишком. Плюсы Nemesis 18.3. Удобство, классный дизайн, хорошее сочетание цена-качество, неплохое чувство мяча и легкость. Также дизайнеры убрали шов в области подъема. В 17-й версии Немезисов он доставлял дискомфорт. Минусы: подходят прежде всего для узкой стопы, некоторых не устраивает форма шипов, ну и могут быть небольшие проблемы со стелькой, она немного неустойчива. Цена 6390. Четвертое место. Новинка 2018 года Nike Phantom Vision со скрытой шнуровкой. Для тех, кто любит пробовать новое. И вот эти шиповки как раз для широкой стопы. Есть носок, поддерживающий голеностоп. Технология All Condition Control позволяет отлично контролировать мяч в дождь. Шипы сделаны по форме текстуры верха в виде звезд, фишка силуэта. Да и в целом дизайн крутой. В общем, смотрятся фантомы стильно, не зря они стали самой популярной моделью конца 2018 года. Купившие довольны, о минусах пока говорить рано, очень мало отзывов, цена 7490. Сейчас перейдем к первой тройке, а пока напомню, что мы сейчас разыгрываем майку сборной России с автографом самого Артема Дзюбы. Нужно просто зайти по ссылке внизу в мой инстаграм, подписаться на меня и на Юру с этого канала, если еще не подписаны, и отметить в комментариях 2 друзей. Итоги 4 марта, ссылка внизу. Ну а на третьей строчке объединим сразу 2 модели не очень раскрученных брендов, но очень качественных. Mizuno Morelia и Homa Top Flex.
Mizuno вдохновлены флагманской моделью бутс для большого футбола этого японского бренда. Бутсы Морелия невероятно удобны и настолько легки, что создается ощущение, будто играешь босиком. Такие слова произносил Халк о бутсах Mizuno. Японцы традиционно трепетно относятся к своей футбольной обуви. Очень качественные материалы и точные швы позволяют классно контролировать мяч. Рекомендуем попробовать. Ну и верх из кожи для тех, кто любит натуральные материалы. Правда, цена чуть выше средней по рынку – 7990. А вот сороконожки Top Flex от Homa имеют все плюсы их футзальной обуви и адаптированную под синтетику подошву. Добавьте отличный кожаный верх, удобную посадку и хорошее сцепление с мячом. Ну и накладка на носок придает прочности и делает более удобными удары с пыра, что очень важно на маленьком пространстве. А еще у Top Flex'ов вменяемый ценник и куча разных расцветок. Вторые классические кожаные темпо, которые очень популярны именно в виде сороконожек. Они номер один в России по продажам. Есть любительская и полупрофессиональная модели. В данный топ берем модель Pro. Шипы на ней достаточно большие для сороконожек, чем-то даже напоминают АГ, как будто гибрид. Удобная посадка, хорошее сцепление с газоном и относительно легкий вес. А также отличная амортизация за счет промежуточной подошвы Lunar, фишка мини-футбола. Ну и телячья кожа, которая хорошо садится по ноге. Цена 6290. Любительская модель стоит 4790, но в ней нет технологии Lunar и еще пары приятных бонусов. Так что Pro поинтереснее. Ну и первое место – настоящая классика Adidas Mundial Team. Выбор многих футболистов в ЛФЛ и других любительских лигах, а также тренеров и арбитров. Верх сделан из кожи кенгуру, это очень тонкая и мягкая кожа, а она дает самую лучшую чувствительность мяча. Мундиали удобны для широкой стопы, а глядя на их язычок, понимаешь, что время на них не влияет. Модель производится уже 20 лет, и их выпуск даже не собираются прекращать. Единственные сороконожки, которые, когда заканчиваются на складе, просто шьются еще практически без изменений и снова завозятся на продажу. Только будьте готовы к тому, что в мундиалях Adidas большемерит. Но учитывая их кожаный верх, они хорошо тянутся и обычно садятся по ноге. Минусом же для некоторых может стать высокая пятка и довольно тяжелая подошва. Непривычно, зато очень комфортно. В общем, Adidas Mundial – культовая профессиональная модель, однозначно оправдывающая свою немаленькую цену 7990. Друзья, ну а купить все эти сороконожки можете в магазине наших друзей компании Funcart.ru с доставкой по всей России. Вся обувь оригинальная, мы гарантируем, а если используете этот промокод, доставка будет бесплатной, никаких переплат, ссылку оставлю в описании. Такие вот дела. Довольно просто было бы пробежаться по всем профессиональным версиям известных брендов, но мы решили включить в наш топ и некоторые любительские и полупрофессиональные модели, так как они достойны быть тут по соотношению цена-качество. Это не значит, что они лучше своих более дорогих аналогов. Это значит, что цена на них более оправдана. Итого, на рынке сороконожек лидируют традиционные Nike и Adidas. Третий флагман Puma пока не особо активен, но все сильнее подбирается к топу, особенно в последние годы. В России продается два силуэта, правда только в любительских версиях. Puma Future 19.3 и Puma One 19.3 по цене 5990. По качеству они довольно хороши, тоже можно попробовать. Ну и Adidas Copa в топ не попали, хотя они тоже в порядке. А вообще пишите, какие сороконожки ваши любимые и почему. Мы прочтем все комментарии, нам интересно ваше мнение. Не забывайте подписаться на наш канал о футбольной экипировке и технологиях Мяч Лаб. У нас только эксклюзивные и интересные исследования по этой тематике. Ну и жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Прошлые ролики смотрите тут, тут и тут. А особенно советую вам топ-5 способов красиво поднять мяч. Саня Журавлев, заходите ко мне в Инстаграм, там футболка самого Дзюбы, и играйте в футбол. Пока.